А теперь в семейном кругу мы попробуем армянскую толму. Я накрыла на стол. У нас семейный ужин будет вот такой. Арсенчик. Положу Арсенчику. Арсенчик, ты со сметаной? Ануля. Ани. Вот так. Հայրջան, շնորհավորում եմ ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Ցանկանում եմ ամենակարևորը հաջողություն, առողջություն ու մեր հայրենիքին խաղաղություն. Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Счастья, всего-всего наилучшего. Спасибо, что вы есть. Я вас приветствую, друзья. Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить королеву армянской кухни. Настоящую армянскую толму из виноградных листьев. Оставайтесь с нами до конца. Я вам покажу, как нужно правильно готовить фарш, замешивать мясо и как нужно правильно и красиво заворачивать. Все ингредиенты я оставлю в описании под видео. А сейчас вам покажу, что мы будем использовать сегодня. Мы будем использовать для фарша говядину. Я взяла вот такой кусок, это называется кострец. И для сочности добавим немного сала. Также нам понадобится лук, рис. И смотрите, мы привезли из Армении виноградные листья. Сегодня будем заворачивать с этими листьями специи. И дальше я вам покажу, с чего мы начинаем. Для начала зальем холодной водой рис. У нас здесь 200 грамм риса. Сорт риса жасмин. Можно также брать круглый рис тоже. Заливаем вот так водой и оставляем. Нам понадобится еще лук. Мы делаем зажарку из лука, поэтому я вот буду резать на мелкие кубики. У нас здесь 1,5 килограмма говядины, 300 грамм сала и полкилограмма лука. Вот так вот нарезаем. Еще хотела сказать, чтобы глаза не слезились от лука, нужно отправить на полчаса в холодильник лук, и тогда можно спокойно резать, и слезы не будут появляться. Подогрели сковородку. Теперь наливаем сюда подсолнечное масло и добавим сливочное масло. Так. От этого сливочного масла будет по-особенному вкусная зажарка. Добавляем сюда лук. И поджариваем до мягкости и прозрачности лука. Так, перемешиваем. Пока у нас лук зажаривается, приготовим фарш. Вот такой у нас кусочек, посмотрите. Какой сочный, красивый кусок мяса. Я фарш всегда делаю сама. Я предпочитаю именно домашний фарш. Покупной я не использую. Вот так нарезаем. И сало порежем на кусочки. Посмотрите, какое сало. Вот так.
Ой. Чередуем. Кусок мяса, кусочек сала. Вот так вот мы поджарили лук. Смотрите, какой он стал золотистый, до прозрачности. Делаем вот такое вот углубление. Добавляем сюда томатную пасту. Вот такую я использую. Где-то 2 столовых ложек. Вот так вот. Немножко поджариваем томатную пасту. Вот так вот. И для того, чтобы убрать кислинку от томатной пасты, добавим сахар. Вот где-то пол чайной ложки сахара. Перемешиваем сахар с томатной пастой. Дальше мы будем добавлять вот это домашняя закрутка. Тут у нас болгарский перец перемолотый и помидоры. Она такая вкусная, такая ароматная, чем-то похожа на аджику. А на самом деле здесь просто соль, сахар, помидоры и перец. Где-то вот 3-4 ложки мы добавим. И перемешаем вместе с томатной пастой. Теперь перемешаем с луком. Ой, это так ароматно, так уже вкусно. Все уже, все наши ингредиенты объединились. Зажарка уже готова. Выключаем газ и пересыпаем в другую емкость. И ждем, чтобы она немного остыла. Вот так. Подготовим наши виноградные листья. Вот так мы делаем надрез. Для того, чтобы удобно было доставать листья. Эти листья у нас в сухом виде, без рассола. Они тогда получаются очень вкусные. Еще немного. По кругу вот так надрезаем. Как пахнет. Армения пахнет. Хаястани хота нагалис. Смотрите, какие листья. Светлые, красивые, очень тонкие. Мы вот так достаем из бутылки и будем заливать очень горячей водой, можно сказать, кипятком. Для того, чтобы немного смягчить, и нам удобно будет накручивать толму. Вот так, посмотрите, какая красота. Видите, какие они сухие-сухие. Вот так мы подготовили листья, заливаем кипятком и оставляем на 5 минут, не больше. Все, листья наши готовы, и мы достаем из воды и даем стечь в воде и остыть немного. Вот так. Сейчас мы подготовим наш фарш. Смотрите, мы добавляем сюда нашу зажарку. Вот так.
будем присаливать и добавлять любимые специи наши. Сначала я добавлю соль. Соль мы добавляем по вкусу, приблизительно где-то 1 чайную ложку или даже 1,5. Вот так. Сухой чеснок. Красный молотый перец сладкий. Вот так. Перца побольше. Она дает вкус, аромат. Будем использовать свежемолотый перец. Вот так, видите, оно тут. Так. Ой, такой аромат. Очень приятный. Вот так. Реган фиолетовый привезла из Армении. Очень ароматная трава и придает фаршу такой необычный вкус, очень приятный. Вот так перетираем в ладошках для того, чтобы листья были мелкие, не крупные, знаете, вот такие. У нас есть еще трава, тоже из Армении привезла, чабер или по-армянски цитрон. Видите, вот такая вот трава, тоже очень ароматная. Идеально подходит к мясу. Тоже вот так вот натираем между ладошками. Чуть-чуть добавим мяты сушеной. У нас тут есть еще перец средней остроты. Вот такими хлопьями. Думаю, столько достаточно будет. Добавляем еще перец и будем замешивать наш фарш. Сейчас мы замесим и посмотрим, какая консистенция фарша. Если понадобится, добавим еще воду. Вот так вот я замешиваю и уже чувствую, что воду мы будем обязательно добавлять. Я взяла стакан очищенной воды холодной. Вот добавляем по чуть-чуть и смотрим консистенцию. Промыла рис и слила воду. Добавляем в наш фарш именно сырой рис. Я отварной рис не добавляю. Когда рис сырой, фарш получается сочный и очень вкусный. И перемешиваем вместе с мясом. Только достала из духовки штолины. Вчера были у одесского Липована Сережи и Кати дома в гостях. И обещала специально для Кати спечь штолины. Вот, с пылу с жару уже готовы. Вот такой фарш у нас получился. Сочный, ароматный. В общей сложности я сюда добавила 150 мл воды. И вот так у нас получился. Достаточно, думаю, больше воды не надо добавлять. Уже можно приступать к заворачиванию толмы. Но прежде мы кладем виноградные листья на дно кастрюли. Вот так. Это на случай, если вдруг, чтобы не пригорела толма. Вот так я кладу сюда, на такой диаметр кастрюли. Достаточно будет 3 листика. Вот так распределяем по дну кастрюли и приступаем к заворачиванию. Смотрите, вот у нас вот такой виноградный листик.
гладкой стороной вниз мы накладываем. Вот шершавая сторона должна смотреть на нас. Берем чуть больше чайной ложки фарша. А вообще фарш определяет сам листик. Если у нас листик большой, значит у нас фарша должно быть где-то чайная ложка. А если маленький листик, значит чуть меньше чайной ложки. Смотрите, вот так мы сделали. Вот так. Как блинчик заворачиваем. Плотно. Вот эти вот края тоже подворачиваем так вот. И посмотрите, вот так у нас получается. Кладем в кастрюлю. И покажу вам вторым способом, как я заворачиваю. Смотрите, у нас вот такой целлофановый пакет. Кладем сюда вот такой виноградный листик. И смотрите, если вдруг вам попадается листик, и тут есть вот такой хвостик, мы берем ножиком. Эти хвостики, они невкусные, они очень жесткие, их надо обязательно удалять. Кладем на целлофановый пакет, тоже гладкой стороной вниз, шершавый наверх. Берем фарш. Вот так. Мне нравится толма, чтобы она была такая удлиненная немного, не кругленькая. Вот так. Заворачиваем с этой стороны и с этой. И вот пакетом смотрите, как красиво получается. Итак, мы заворачиваем все наши листья. И хотела сказать, что вот этот второй способ мне больше нравится. Он и быстрый, и такой, знаете, красивый. Толма получается как одна в одну, знаете, именно аккуратненькая праздничная толма. Вот так. Смотрите. И я буду продолжать вот так вот закручивать, заворачивать. На самом деле все так очень быстро получается. И я очень люблю вот такой процесс заворачивания толмы. И хотела вам сказать, что такую толму можно спокойно замораживать, заранее вот так приготовить, отправить в морозилку и когда надо, просто взять и отварить. Или отварить и тогда заморозить. Очень удобно вот такую заготовку сделать, и в праздничные дни уже готовое блюдо. Посмотрите, какая красивая толма получилась. Идеальная. Вот, видите? И столько у нас получается. И смотрите, если в процессе вам попадаются вот такие листики, которые нельзя будет заворачивать, мы откладываем в сторонке. Они нам еще понадобятся для того, чтобы покрыть сверху в конце толму. Я покажу, как мы это будем делать. Вот я уже отложила 3 штуки. Я думаю, столько достаточно будет. Посмотрим. Смотрите, у нас столько листиков осталось. Я решила еще замочить чуть-чуть листиков виноградных. Вот так, пока буду заворачивать те листья, эти хорошо настоятся. Дольше 5 минут ни в коем случае не оставляйте листья в горячей воде. И так они будут тогда невкусные. Кладем масло поверх толмы. Вот такими кусочками. Смотрите. Вот так.
Масло даст сливочный вкус и блеск. Вот, думаю, столько достаточно будет. Еще одну посерединке. Вот сюда. Помните вот эти листики, которые мы откладывали для того, чтобы накрыть толму? Посмотрите, мы вот так вот накрываем. Вот 4 штуки нам будет достаточно. Вот так. Поверх листиков мы кладем тарелку диаметром кастрюли. Вот какого размера кастрюля, вот такого размера мы берем тарелочку. Эта тарелка служит как грузиком для того, чтобы когда толма будет вариться, чтобы она не всплывала. Она будет держать толму. Заливаем водой. У нас вода теплая, так, чтобы она покрывала толму. Не сильно много заливаем воду, потому что мясо еще выделит свой сок. Смотрите, слегка видно, и все, и хватит. Вот столько воды достаточно будет. И отправляем на газ вариться. Толма закипела, мы уменьшаем огонь, и с этой минуты варим 40 минут. Пока у нас варится толма, я подготовлю сметану с чесноком. И еще, конечно, лучше было бы, чтобы мацон был. Выдавливаем 1 зубчик чеснока в сметану и перемешиваем. Вот так вот. Аккуратненько. Смотрите, толма наша уже готова. Выключаем газ. Убираем вот эту тарелочку. Очень аккуратно, потому что она горячая. Листья вот эти. Какая красота у нас получилась. И выкладываем на блюдо, в которое будем подавать. Смотрите, одна в одну. Так красиво получилось. Вот и готова наша праздничная, вкусная армянская толма. Сейчас я вам покажу, как мы подаем эту толму. Мы кладем толму вот так вот на тарелочку. Угу. Подаем обязательно или мацон с чесноком, или сметану с чесноком. Вот так вот. Смотрите. Сейчас я покажу, как у нас внутри. Смотрите, рис полностью сварился, фарш сочный. Сейчас я попробую. Друзья, это очень вкусно. Попробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Впереди вас ждет много вкусных, полезных, домашних и проверенных рецептов. А теперь в семейном кругу мы попробуем армянскую толму. Я накрыла на стол. У нас семейный ужин будет вот такой. Арсенчик. Положу Арсенчику. Арсенчик, ты со сметаной? Да. Ануля. Ани. Вот так.
Անիտու ես սմետանով։ Հա, Այս է Անուլիկին։ նետոր։ Атենց чисто. Бария Хожак, приятного аппетита. Спасибо. Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Счастья, всего-всего наилучшего. Спасибо, что вы есть. Հայր ջան, շնորհավորում եմ ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Ցանկանում եմ ամենակարևորը հաջողություն, առողջություն ու մեր հայրենիքին խաղաղություն. Друзья, я поздравила наших армяноязычных подписчиков, так как у нас очень много подписчиков, которые понимают только по-армянски. Երեխեք համով է։ Կերեք։